некоторые впечатления о уже существующих и сделанных устройствах. Этот джойстик больше 1500 часов наработки механизма и, ну, наверное, пару сотен у этого нового Роша. Сконцентрируясь на нем. Итак, у него две оси вращения и основной рычаг. Два момента, которые я сейчас исследую, это вот этот фрикцион, который позволяет затягивать или отпускать полностью рычаг, так что он под своим весом падает. Если затягиваю, он не падает. Ну, можно, в общем, оставлять в любом положении. Но есть пара моментов. Он, во-первых, не сильно эффективен, то есть он не затягивает до положения полной остановки. Даже в сильной затяжке он позволяет все равно плавно двигать рычагом. При этом создается ощущение, как будто он просто тяжелее двигается, как будто в густой патоке. И если я ослабляю фрикцион, он, во-первых, недостаточно имеет рычаг и может резьба сильно затянуться. Неудобно оперировать большим пальцем. И когда я ослабляю рычаг полностью, получается, что я могу очень тонко, очень чувствительно, хоть двумя пальцами, хоть одним пальцем, управлять рычагом. Точно так же точно, как и джойстиком. Да, может даже точнее, потому что тут выше разрешение, где-то больше 8000 отсчетов на 20 градусов. Но вместе с тем есть пара моментов. Первый, несомненно, это удобство от того, что здесь есть колесико фрикциона и позволяет оно использовать это прямо в движении, прямо в фазах полета. Но недостаточно эффективно. То есть есть идея как бы исправить, не исправить, а сделать вообще другой механизм, более широкий, чтобы решить проблему жесткости поперечной жесткости, и сделать фрикцион, ну, по типу, как, скажем, на вертолетах небольших C-300B, например. Но тоже выгоды пока не ясны, и пока просто изучаю, используя это устройство как бы в процессе полетов и прочего. Итак, как это выглядит на практике? Я сейчас ослабил фрикцион полностью, могу вот легко регулировать. Еще один момент, что это дает. Я могу, меняя фазы, меняя вот эти степени затяжения, затяжки устройства, могу отлично регулировать их в процессе полета. Что это дает? Например, я взлетаю, взлет, посадка, весеннее, какие-то тонкие моменты, где нужна очень высокая чувствительность. Я отпускаю фрикцион и легко регулирую, и могу очень точно совершать какие-то действия. Еще один момент, что важность вот этого устройства, когда ручка Роша может очень легко двигаться, снижается, и на него меньше приходится внимания, меньше приходится концентрироваться на нем, так как это позволяет решать очень многие вопросы подъема по высоте, удержания на месте. И еще один момент, что в процессе смены режима полета, скажем, с косой обдувки на вертикальную, когда я перехожу на посадку, например, освобождение фрикциона мне позволяет плавно, очень плавно и незаметно менять один режим на другой и сходу совершать посадку без необходимости долгого захода, без необходимости описывания кругов, ну, практически мгновенно тормозить с максимальной скорости и садиться в выбранную точку. Вот, запускаю. Здесь есть две площадки, рядом друг от друга находятся.
Сейчас фрикцион полностью отпущен, ручка свободна. Фактически я управляю даже не движением руки, а просто напряжением, расслаблением пальцев. Здесь очень короткая фаза полета, расстояние между площадками маленькое, поэтому я просто удерживаю этот рычаг, не затягивая его. Вот сейчас начинается момент, когда мне нужно уже тормозить и готовиться к посадке. Вот площадка впереди. Процесс этот непрерывный. И в любой момент я могу перевести в любой режим полета. Это очень интересная функция и очень интересное свойство. Регулировка на лету дает очень богатые возможности. Сейчас то же самое. Вот сейчас все, что вы наблюдаете в этот процесс, я плавно опускаю рычаг. На видео это не видно, или видно не очень хорошо, но я совершаю постоянное движение левой рукой. Это особенность систем микровода, при которых движения со стороны выглядят незаметными практически. Руки, кажется, что просто неподвижно находятся на органах управления. Но при этом имеется полное контролируемое управление, и воспринимается субъективно оно как полноценное движение руками, как будто я двигаю всей рукой. Ну, можно сделать более удаленный полет, если позволит облачность. Здесь есть интересная площадка, вот эта. Попробую совершить на нее посадку. Сейчас момент перехода на косую обдувку. Я вот затянул фрикцион и могу эту руку отпускать. Рычаг не падает, он остается в том же положении, в каком я его оставил. Единственное неудобство, что триммера в самой модели вертолета при такой скорости
около 100 узлов не справляется, и нужно удерживать рукой. Ну, могу немного снизить скорость, получить совершенно прямолинейный полет. Падает рычаг под своим весом где-то в нижней части своего движения, наверное, градусов 5 нижних. В последнее время меня это приводит к мысли, что не мешало бы сделать какое-то устройство компенсации веса. Но само устройство это очень небольшое, крошечное, и тяжело что-то придумать, чтобы поставить его внутрь. Не очень удобный боковой ветер. Вертолет постоянно бросает из стороны в сторону, так как порывистый ветер. И так даже лучше. Проверка устойчивости. По сути, мне нужно больше наработка по времени именно этого устройства, чтобы понять, действительно ли здесь нужны изменения. Потому что каждое изменение, каждая проверка идеи — это очень большой цикл проектирования и изготовления. Его хотелось бы уже избежать. Возможно, некоторые ощущения, которые, мне кажется, не дает чувство совершенного устройства, не требуется менять. Погода сейчас установлена реальная, это не очень удобно в том плане, что низкая облачность не дает возможности посетить интересные места и показать возможности управления.
Кстати говоря, это режим автопилота. На этом устройстве достаточно кнопок, чтобы можно было управлять выставлением курса, включением режима автопилота и прочее. Да, несмотря на то, что рычаг легко двигается и может падать под своим весом, я могу опирать руку на него. Сумма сил, воздействующих на рычаг, получается такой, что он самоуравновешивается. Это тоже его особенность и отличие от большей версии, которая как бы копирует реальные размеры вертолетных устройств. Да, и можете обратить внимание, сколько он занимает места. Это всего, вот это и все, включая крепление, совсем немного. Снова в ручном режиме. Вроде по светлооблачности можно подняться повыше.
кстати говоря, такой подход еще позволяет освобождать руки. Сейчас вертолет не в режиме автопилота, он просто летит. Его выставил, оттримировал, и ничего делать не надо. И я могу управлять мышью, дополнительные какие-то функции включать, клавиши. Довольно удобно. В таких устоявшихся режимах полета я не только могу не касаться, но буквально пальцем управлять нужным направлением. Что я сейчас и делаю. Двумя пальцами корректирую направление. Сейчас интересный момент. Скорость больше 100 узлов, 110, где-то 115. Я собираюсь на впереди стоящий аэродром совершить посадку сходу. Я не знаю, какой сейчас ветер. По волнам, скорее всего, немного слева. Может и справа. И сейчас покажу, как это будет выглядеть процедура захода на посадку сходу. Маркер спереди — это отображение реального трафика, который берется с серверов. Я освобождаю фрикцион. Немного тримирую и начинаю непрерывный спуск.
Да, ветер справа. Посадку сделали на первую вертолетную площадку. На этом пока все.